Итак, из чего же состоит саксофон? Саксофон состоит из нескольких частей. Вот это основная часть инструмента. Она, в свою очередь, состоит тоже из нескольких частей. Это раструб, основной ствол и сапожок, который их соединяют друг с другом. Эти части не разбираются, разбираются только мастером в экстренном случае. Следующая часть — это эска или трубка С. Так она называется. Мундштук, лигатура, крепеж. С помощью лигатуры трость прикрепляется к мундштуку. Ну и, собственно, сама трость. Как правильно собрать саксофон? Вот это называется эска или трубка С. Берем эту часть, берем основную часть саксофона и аккуратными вращательными движениями плавно вкручиваем эску в основную часть инструмента. Дальше корректируем ее позицию так, чтобы эска находилась примерно параллельно раструбу саксофона. Вот примерно вот так. И после этого закручиваем винт, чтобы она не болталась в разные стороны. Если вы хотите подправить положение эски, первое, что нужно сделать, это раскрутить винт, затем подправить, и только после этого закрутить его обратно. Ни в коем случае не крутите эску при закрученном винте, потому что вы можете ее таким образом расшатать. Далее мы надеваем мундштук на эску. Делать это можно как в собранном виде, да, как сейчас, либо отдельно на эску. Я бы рекомендовал надеть мундштук на эску отдельно. Берем эску, берем мундштук. Вот смотрите, если мы наденем мундштук вот таким вот образом, да, то возможно пробка слишком толстая. И чтобы смягчить вот эту силу трения, мы используем специальную смазку. Вот такую. Смазываем пробку. И только после этого надеваем мундштук. Вот такими вот плавными движениями. Все, мундштук у нас надет. Если вы надеваете мундштук на эску в саксофоне, когда эска в саксофоне, то сразу же хочу вас предупредить. Вот это движение делайте очень аккуратно, потому что вот таким движением вы можете ее погнуть. И еще я видел также движение, вот так вот делают. Вот так. Так тем более нельзя, потому что вот малейшее вот такое движение, и вы ее также погнете. Вы можете, например, поставить вмятину, большую вмятину на раструбе или на основном корпусе инструмента. На звук это практически никак не отразится. Но если вы поставите вмятину на эске или, не дай бог, ее погнете, то таким образом вы делаете ваш звук намного хуже. Почему он портится? Потому что все элементы, которые находятся в начале звукоформирования, это мундштук, трость, эска, они влияют на звук в процентном соотношении, наверное, процентов на 70. Чем раньше к началу формирования звука происходит повреждение детали, тем больше они влияют на звук. Я очень часто до сих пор вижу, что некоторые саксофонисты до сих пор не наклеивают наклейку на мундштук. Ставят мундштук зубы на голый мундштук, потом начинают зубы скользить вперед-назад, в итоге царапается мундштук, звук не может стабилизироваться. Верхние зубы должны стоять на мундштуке. И чтобы они стояли на мундштуке стабильно, для этого мы наклеиваем на мундштук наклейку. Вот бывают вот такие наклейки. Мы берем одну из них и наклеиваем ее на мундштук. Вот так вот получилось более или менее ровно. Мундштук готов к работе. Теперь мы должны поставить правильно трость. Это вообще отдельная история. Все вначале ломают трости. Это неизбежно. Если вы начинающий саксофонист, как бы вы ни старались, вы все равно ее сломаете. Но попробуйте, может, у вас все-таки получится ее не сломать. Вот у меня они хранятся вот в таком кейсе. Они могут храниться также и в отдельном чехле, который делает производитель. Вот таким вот образом мы ее достаем
Или вот таким вот образом мы ее убираем. Как ее не сломать? Будьте, пожалуйста, аккуратны вот в каждом движении. Вот когда вы ее заводите, аккуратно, не заденьте кончиком какие-то сопутствующие элементы. И также аккуратно доставайте. Прежде чем поставить трость, ее нужно обязательно размочить. Вы можете ее размочить как во рту, так и в воде. Ну, допустим, мы ее уже размочили, и теперь мы ставим трость на мундштук. Вот трость располагается ровно на площадке мундштука. Как ее правильно расположить? Расположить ее нужно таким образом, чтобы кончик трости находился на одном и том же уровне с краем мундштука. Вот таким вот образом. Затем мы берем лигатуру. Лигатура — это такой крепеж, та часть, которая прикрепляет трость к мундштуку. И аккуратно надеваем. Вообще будьте, пожалуйста, аккуратны вот в этом движении, потому что в большинстве случаев трость ломается вот на этом этапе, когда молодые неопытные музыканты делают вот так вот и задевают краем лигатуры кончик трости. Таким образом она очень легко ломается. Делайте это очень аккуратно. Вот мы завели лигатуру, и дальше мы закручиваем вот эти винтики. В конце занятия нужно обязательно протирать саксофон. Мы раскручиваем винт, как это мы делали в начале. Разбираем. Аккуратно убираем трость обратно. Протираем мундштук тряпочкой. Протираем эску тряпочкой. И особенно нужно обратить внимание на то, что нужно обязательно протереть саксофон тряпочкой. На что нужно обратить особенное внимание? После того, как вы протерли саксофон внутри, обязательно протрите подушки. Возьмите какую-нибудь тряпочку и протрите подушки с внутренней стороны. Особенно это касается боковых клапанов. То есть вот таким вот образом, вот так вот раз, и протерли. Чтобы клапана не залипали, есть еще специальный тальк. Я знаю, что у Yamaha есть такие бумажки, которыми вы можете протирать эти клапана, или вы можете просто использовать детскую присыпку. Если вы после занятий не протираете подушки, что происходит? Эти подушки могут залипнуть. Особенно это касается, опять же, верхних подушек верхних клапанов. Чем это опасно? Тем, что вот, допустим, вы вечером не протерли подушки, положили саксофон, а утром они у вас прилипли. Вы берете инструмент, делаете движение, и у вас такой звук. То есть она залипает. И вроде бы ничего страшного, скорее всего, ничего не произойдет. Раз не произойдет, два не произойдет, 10, 50, 100 раз вы так сделаете, если вы не протираете подушки, на 101 она может отлететь, она может отклеиться. Вообще они приклеены очень крепко, но если вы не будете их регулярно протирать, то есть опасность, что она выпадет. И главное, чтобы это был не день концерта или конкурса или чего-нибудь очень серьезного. Поэтому следите, пожалуйста, за вашими подушками. А на этом наш первый урок, дорогие мои друзья и коллеги-саксофонисты, окончен. Я желаю вам всегда хороших тростей и успешных занятий.